Раннее утро в тихом районе Сиэтла начиналось спокойно. Маленькая мастерская на углу улицы выглядела так, словно сама улица забыла о ней. Табличка выцвела, стены покрывались пятнами ржавчины и пыли. Внутри Джейк Рэндалл с закатанными рукавами склонился над старым мотором, его руки были в масле. Он привык к этой тишине, к запаху машинного масла и одиночеству, которое день за днем стало частью его жизни. День за днем он чинил сломанные машины, зарабатывая лишь на самое необходимое, и возвращался в свой пустой дом, где никого не было. Он думал, что так будет всегда. Но иногда жизнь вмешивается неожиданно. Стук двигателя прервал тишину на улице. Джейк поднял голову и увидел, как старая белая машина медленно останавливается у мастерской. Кузов был покрыт ржавчиной, капот дрожал. Из машины вышла женщина около 50 лет, опираясь на трость. Ее серые волосы слегка завивались, а лицо выражало усталость и боль долгих лет. Каждый шаг был борьбой, но она продолжала идти. Джейк взглянул на нее и понял, что это не просто еще одна сломанная машина. Женщина наблюдала за ним с тихим достоинством, несмотря на усталость. Он начал осматривать мотор и понял, что запчастей для такого старого автомобиля почти не найти. Женщина жала трость, ее лицо побледнело. Джейк предложил помочь, не требуя оплаты. В ее глазах отразилась смесь удивления и благодарности. С этого дня их жизнь изменилась. Джейк начал экспериментировать, придумывая устройство, которое могло поддерживать ее ногу после долгих лет боли. Используя старые детали и подручные материалы, он создавал каркасы с пружинами, закреплял их ремнями, постепенно превращая их в что-то, что могло вернуть женщине свободу движения. Она приходила каждый день, приносила еду, помогала держать детали и иногда давала идеи, которые удивляли Джейка. Когда устройство было готово, он осторожно закрепил его на ноге женщины. Она сделала первый шаг, едва веря своим ощущениям. Потом второй. И впервые за много лет она шла без трости. Слезы радости наполнили ее глаза. С каждым днем устройство улучшалось, она привыкала к новым движениям, и ее шаги становились все увереннее. Мастерская Джейка превратилась в место, где из старого металла создавали новые возможности. Люди, считавшие себя навсегда ограниченными, вновь вставали на ноги благодаря его изобретениям. Город постепенно узнал о механике, который превращал лом в чудеса. И каждый вечер, вытирая руки и глядя на улицу, Джейк вспоминал женщину, которая изменила его привычный мир, показав, что даже из обломков может родиться что-то прекрасное. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.